Весна 1916 года. Идет Первая мировая война. В апреле русское командование приняло решение провести крупномасштабную операцию. Она являлась частью общего стратегического замысла союзников по Антанте – России, Англии и Франции. Перейти в наступление на немецкие и австрийские позиции союзные армии планировали почти одновременно. Это лишило бы противника возможности перебрасывать резервы с одного театра военных действий на другой. Впрочем, это еще не гарантировало победы. Командующий Юго-Западным фронтом русской армии генерал Алексей Брусилов позднее вспоминал: неприятельские позиции были чрезвычайно сильно укреплены. По всему фронту они состояли не менее как из 3 полос на расстоянии друг от друга приблизительно от 3 до 5 километров. Каждая полоса состояла из нескольких линий окопов. Все окопы были полного профиля, выше роста человека, и везде в изобилии были построены тяжелые блиндажи, убежища, гнезда для пулеметов, бойницы. Окопы были сооружены с таким расчетом, чтобы подступы к позициям обстреливались перекрестным ружейным и пулеметным огнем. Брусилов понимал, что даже при численном превосходстве вероятность увязнуть в такой обороне была высока. Лишь максимально подавив ее в первые часы наступления, можно было рассчитывать на общий успех. Задача эта возлагалась на тяжелую артиллерию, а вот ее в русской армии как раз и не хватало. До начала войны ни одна из сторон не рассматривала ее как затяжную. На нее отводилось 2-3 месяца. Но быстрой победы не получилось. Либо удачно сработала разведка, позволив раскрыть план врага, либо у наступающих не хватило сил, чтобы добиться успеха. Немалую роль в затягивании боевых действий сыграло изобретение пулемета. Придумали его еще в конце 19 века, но тогда новый вид оружия не привлек внимания военных. Вызывал опасения большой расход патронов. С началом Первой мировой все изменилось. Быстро выяснилось, что 2-3 пулемета на 200 метров фронта способны отразить пехотную атаку любой интенсивности. Наступление на открытые местности теперь было равносильно самоубийству. Не имея возможности вести эффективные наступательные действия, противоборствующие стороны стали закрепляться на своих позициях. Оборонительные линии растянулись на сотни километров. Это были бесконечные окопы, подступы к которым блокировались искусственными препятствиями, рядами колючей проволоки. На позициях оборудовались долговременные огневые точки. Все это еще больше усложняло наступательные действия. Из-за большого количества применяемых на поле боя пулеметов и возросшего количества проволочных заграждений продвижение пехоты вперед становилось все медленнее и медленнее. Для того, чтобы преодолеть смертоносный кинжальный огонь пулеметов и проволочные заграждения, пехоте требовались большие усилия. К концу 2014 года война на Западном фронте, где Германии и Австро-Венгрии противостояли союзники во главе с Францией и Великобританией, стала носить позиционный характер, то есть без серьезного продвижения вперед какой-либо из сторон. В течение следующего года линия фронта тоже практически не сдвинулась с места. На Восточном фронте, в противостоянии германо-австрийской коалиции и России, события развивались более динамично, но и здесь, к исходу 2015 года, фронт стабилизировался, превратившись практически в прямую линию от Балтийского моря до Черного. Прорвать сильно укрепленные линии обороны пехота без мощной огневой поддержки не могла. Позже, уже во время Второй мировой, ей будут помогать в этом самолеты-бомбардировщики, танки, тяжелая артиллерия. Но тогда боевая авиация только появилась и пока не оказывала решающего значения. Танков до осени 2016 года на поле боя вовсе не было. Надежда оставалась на артиллерию, но и она к началу Первой мировой не была в полной мере готова к новым способам ведения боевых действий. Новый этап в развитии артиллерии начался в середине XIX века. Отправной точкой для этого стали поиски оптимальной формы для снаряда. У шарообразных боеприпасов был существенный недостаток. Чтобы в них поместилось больше взрывчатого вещества, надо было увеличить их диаметр. Это привело бы к увеличению диаметра ствола и, соответственно, габаритов и массы орудия.
Продолговатый снаряд при том же диаметре получался мощнее. Но возникала другая проблема. Продолговатый снаряд в полете был неустойчив и начинал кувыркаться. Чтобы стабилизировать полет, надо было придать снаряду вращение вокруг продольной оси. Для этого в канале ствола сделали винтовые нарезы, а на самом снаряде появились выступы. Двигаясь по нарезам, снаряд закручивался. В результате снаряд мог иметь более оптимальную форму, скажем так, другие его динамические характеристики. И лучше, как это говорят, держался за траекторию, можно выстрелять дальше и точнее. Гладкоствольная пушка полевая – это, километра-полтора прицельная дальность стрельбы. То есть, в принципе, снаряд-то летел бы и дальше, но он уже никуда не попадал в то место, куда артиллеристы нацелились. То для вот этих первых примитивных нарезных орудий прицельная дальность стрельбы возросла до 2,5-3 километров, что было существенно. Но ключевой проблемой нарезных стволов до середины XIX века была необходимость заряжания с дула. Это было трудно тем, что приходилось прогонять по нарезам пулю или снаряд, что замедляло многократно заряжание. Заряжание через дуло было неудобно и по другим причинам. Артиллерист должен был встать в полный рост и повернуться спиной к неприятелю. При этом приходилось пользоваться прибойником, чтобы протолкнуть вышибной заряд и снаряд до конца ствола. Пока артиллерия была гладкоствольной, это можно было сделать быстро. Для нарезной требовалось другое решение. В наши дни с дульной части заряжаются только минометы, да и то не все. Большинство же орудий заряжается с казны. Так в артиллерии называется задняя часть ствола. Для заряжания с казны необходим специальный механизм – затвор. Еще в 16-17 веках русские мастера придумали прообразы современных затворов – клиновой и поршневой. Но они были несовершенны, к тому же крайне сложны для производства того времени. Создать же по-настоящему работоспособные системы удалось лишь в середине XIX века. Это не только упростило процесс заряжания, но и позволило окончательно перейти к нарезным орудиям. У снарядов теперь не было выступов. Их заменили ведущими поясками. Пояски делались из мягкого металла, свинца, а позже меди. Такой снаряд заряжали с казны, и его поясок до нарезов ствола не доходил. Уже при выстреле мягкий металл врезался в нарезы ствола, и снаряд начинал вращаться. Также конструкторы попытались решить проблему отдачи, возникающей при стрельбе. Из-за этого орудие откатывалось назад и сбивалась линия прицеливания. Самым простым способом борьбы с откатом были деревянные клинья, которые подкладывали под колеса орудий. Но если ствол поднять для навесной стрельбы, то отдача будет действовать не только назад, но и вниз. В этом случае возникала огромная нагрузка на лафет орудия. Что собой ранее представляла мортира? Это было орудие, которое стреляло по крутой траектории. Поскольку угол возвышения ствола был очень большой, отдача на лафет шла очень сильная, поэтому мортирный, даже не лафет, а станок, он правильно назывался, мортирный станок всегда был без колес, чтобы оси не ломались колесные. В 1872 году русский изобретатель Владимир Барановский предложил следующее решение. В его конструкции ствол соединялся с лафетом посредством специального устройства, которое и брало на себя силу отдачи. Был разработан гидропневматический тормоз отката и пружинный накатник. То есть система, которая в артиллерии до сегодняшнего дня, в том или ином виде существует, конечно, очень сильно усовершенствованная. Теперь при выстреле двигался только ствол орудия. На лафет отдача действовала гораздо меньше. Основная часть лафета, она или неподвижная, или практически не сильно двигается назад. Это позволило избежать такой, в общем-то, тяжелой, неприятной процедуры, как накатывание орудия после выстрела. И наводка меньше сбивается, и скорострельность увеличивается. Нововведения коснулись практически всего. Вместо банальных мушки и целика стали разрабатывать более сложные оптические приборы наведения. У боеприпасов небольшого калибра снаряд и метательный заряд стали объединять в унитарный выстрел, то есть в единое целое посредством металлической гильзы. Раньше это делалось полукустарным образом при помощи тканевых мешочков.
Усовершенствовали и дистанционные трубки, то есть механизмы взрывателей разрывных боеприпасов. Теперь снаряд мог подорваться не только через определенное время, но и при соприкосновении с препятствием, или даже чуть углубившись в землю. Это было наиболее эффективно для уничтожения полевых укрытий. Артиллерия прошла очень интересный путь. Казалось бы, вот за 40-45 лет всего лишь, да, до этого артиллерия развивалась, в общем-то, достаточно медленно, более 500 лет, а тут вдруг такой рывок, но рывок, который дал очень интересные результаты. Первым орудием, которое вышло на качественно иной уровень, стала французская полевая пушка образца 1897 года. Она имела калибр 75 мм. Прицельная дальность стрельбы составляла 5-6 километров. Скорострельность – 15 выстрелов в минуту. Хорошо подготовленные расчеты могли стрелять и быстрее. Для сравнения, дульнозарядные пушки за минуту могли произвести один, в лучшем случае 2 выстрела. Все страны мира начали изобретать подобное орудие. И было очень страшно принять какую-то сырую конструкцию, которую пришлось бы срочно переделывать или вообще снимать с вооружения. Но вот в России в 60-е и 70-е годы 19 века с винтовками получилась такая история, когда 5 образцов винтовок подряд принимали на вооружение и потратили очень много денег на их переделку. Поэтому в России взяли довольно большую паузу. В русской армии орудие, аналогичное французскому, появилось в 1902 году. Его создали на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. Пушка имела калибр 76,2 мм или в единицах измерения тех лет 3 дюйма. По дальности стрельбы и скорострельности русская 3-дюймовка была сопоставима с французской пушкой. Масса орудия в боевом положении составляла 1100 килограммов. Походным, то есть вместе с двухколесным передком, в котором находились снаряды, 1850 килограммов. Транспортировалось орудие 6 лошадей. Главным предназначением полевых пушек тогда считалась борьба с живой силой противника. Поэтому основным, а поначалу и единственным снарядом для таких орудий была шрапнель. Внутри шрапнельного снаряда находилось несколько сотен пуль. Перед выстрелом на взрывателе устанавливалось время срабатывания, оно рассчитывалось, исходя из дальности до противника. Подрыв снаряда происходил в воздухе, и град пуль обрушивался на неприятеля. Это было крайне эффективное оружие для уничтожения вражеской пехоты и конницы на открытой местности. При этом считали французы, что если поставить трубку на удар, то есть можно было дистанционную функцию отключить и заставить шрапнель взорваться при ударе о препятствие, у нее будет довольно большое фугасно-осколочное действие. То есть она разрушит что-то там вокруг себя. И они решили провести идею единого калибра и единого снаряда. Идея очень привлекательная. То есть у нас во всей полевой артиллерии есть одна пушка, и к ней полагается один боеприпас. Снабжение облегчается, все унифицируется. Значит, кроме того, французы считали, что артиллерия должна быть в боевых порядках пехоты, чтобы морально поддержать пехоту, а не оставаться где-то сзади и вести огонь через голову пехоты. Во всех армиях, в том числе и в русской, также придерживались этой концепции. 3-дюймовая пушка как раз разрабатывалась как очень маневренный, такой легкий образец орудия, который можно перекатывать силами расчета за цепями своей пехоты и подавляя своим огнем огневые точки противника или подходящих резервов. Боевое крещение 3-дюймовка получила во время русско-японской войны 1904-1905 годов. И тогда же прозвучал первый неприятный звоночек. В то время пушка еще не имела броневого щита. Ее расчет не был прикрыт от пуль и осколков. Русско-японская война показала, что артиллерия выбивается в боевых порядках пехоты мгновенно, потому что неприятельская пехота тут же начинает стрелять по артиллеристам, понимая, что вражеское орудие – это более опасный противник, чем вражеская пехота. Плюс к этому по орудию нашему бьет еще и вражеская артиллерия. И таким образом артиллеристы очень быстро оказываются ранеными или убитыми, орудие поврежденным. В 1906 году по высочайшему повелению императора Николая II на 3-дюймовку был установлен броневой щит. Но даже со щитом постоянно держать орудие в передней линии было опасно.
Поэтому артиллеристы стали учиться стрелять с закрытых позиций, то есть с тех, которые находились вне прямой видимости противника, например, из-за холмов. Цель наносится на карту, до нее определяется расстояние, учитывается, что перед целью находится, придается стволу соответствующий угол возвышения для того, чтобы снаряд долетел именно туда. Стволу придается соответствующее направление, начинают активно использоваться ориентиры какие-то для стрельбы, там деревья, строения. И когда артиллерист должен просчитать прицеливание так, чтобы, не видя цели, по ней попасть. Для фиксации результатов стрельбы и внесения необходимых поправок стали использовать выносные командные пункты, с которых вражеские позиции были видны. Это, в свою очередь, поставило вопрос о связи между командно-наблюдательным пунктом и артиллерийской позицией. Но и поскольку телефон был очень дорог, и телефон вошел в широкое употребление в войсках только в Первую мировую войну, пришлось изобретать какие-то другие способы связи. И поэтому артиллеристов снабжали, например, гелиографом. Гелиограф – это система зеркал, которая позволяла посылать солнечный зайчик в определенном направлении и такими вспышками солнечными по азбуке Морзе передавать то или иное сообщение. Или сигнальными фонарями, или флажками. Для корректировки огня привлекли аэростаты, а со временем и аэропланы. Так знаменитый русский летчик, основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров, в начале своей воинской карьеры был артиллеристом и в 1910 году участвовал в опытах по взаимодействию летательных аппаратов и артиллерии. Он поднимался в небо на аэростате и корректировал огонь орудий. С его участием была выработана система коротких письменных сообщений, которые сбрасывались на землю. Еще один неутешительный вывод, сделанный по итогам русско-японской войны, касался концепции использования только одного типа боеприпасов. Шрапнельный снаряд 3-дюймовки был практически бесполезен, если пехота противника находилась за каким-либо укрытием. То есть японцы заняли там китайскую деревню, укрылись в домах, русская артиллерия ведет огонь, а снаряды, они попадают в эти дома, делают пролом в стене, взрываются, но не разрушают эти дома. Не говоря уже о прочных каменных постройках европейских деревень. Ну а, собственно, войну на Западе у нас тоже, так сказать, планировали и к ней готовились. Для уничтожения укрытий нужны были фугасные снаряды со взрывчатым веществом внутри, или, как их еще называли, гранаты. Именно поэтому в русско-японскую войну ценились устаревшие орудия, у которых такие боеприпасы были. После войны выводы были сделаны, и в 1908 году в арсенале 3-дюймовки наряду со шрапнельными появились и разрывные снаряды. Кроме того, рухнула и концепция единого орудия для полевой артиллерии. Для стрельбы с закрытых позиций лучше подходили не пушки, а орудия навесного огня – гаубицы и мортиры. Их стволы можно было поднять выше, чем у пушек, и, соответственно, удобнее было стрелять через препятствия. Также навесная траектория была эффективнее для стрельбы по низким полевым укреплениям, частично скрытым в земле. В итоге, незадолго до Первой мировой на вооружении русской армии были приняты гаубицы современных конструкций. Легкие, калибра 122 мм, и тяжелые, калибра 152 мм. Их фугасные снаряды были гораздо мощнее, чем у 3-дюймовки. Кроме того, 3-дюймовку в полевой артиллерии дополнили тяжелой пушкой калибра 107 мм. Ее максимальная дальность стрельбы была почти в 2 раза больше – 12 километров. А в ее шрапнельном снаряде помещалось в 2,5 раза больше пуль – 600. Несколько мощнее был и фугасный снаряд. Правда, все новые орудия были иностранного происхождения. Они лишь серийно производились на отечественных заводах. При этом в ограниченном количестве. Надо помнить, что Россия в начале 20 века не была той индустриальной державой, которой стал Советский Союз к концу 30-х годов. И многие вопросы о том, почему в дореволюционной России там не было того-сего, ответ на это очень простой. Потому что не было достаточных производственных мощностей, либо не было достаточно мощной инженерной школы, которая могла бы решить эти вопросы. Несмотря на то, что определенные выводы были сделаны, кардинально концепция использования артиллерии накануне Первой мировой все же не поменялась. Пушки преобладали над гаубицами, легкие орудия над тяжелыми, шрапнельные снаряды над фугасными.
Так в боекомплекте 3-дюймовки шрапнели было в 6 раз больше, чем гранат. Схожее положение дел оставалось и в других армиях мира. Концепция использования артиллерии в будущей войне была очень проста. Война будет маневренная, короткая, и поэтому прежде всего артиллерия необходима полевая, легкая. Все было очень четко, очень просто. Но война внесла свои очень серьезные коррективы. Первая мировая началась 28 июля 1914 года. Нельзя сказать, что легкие орудия не пригодились совсем. На открытой местности шрапнельные снаряды наносили огромный урон живой силе противника. За это русскую 3-дюймовую пушку даже прозвали «косой смерти». Именно успешные действия артиллерии во многом привели к перерастанию маневренной войны в позиционную. Долгое время грешили на пулемет, как на причину позиционной войны, что якобы вот огромное количество пулеметов парализовало пехоту. Но если мы посмотрим на количество пулеметов в 1914 году, мы увидим, что пулеметов было 2 штуки на батальон. Это ничтожно мало. И пулеметы не оказывали в 2014 году еще решающего воздействия на тактическую картину боя. Это воздействие оказывала артиллерия. Не сумев добиться быстрой победы, противоборствующие стороны стали закапываться в землю и создавать неприступные линии обороны. Война затягивалась, и все предвоенные концепции рушились буквально на глазах. Первой серьезной проблемой стала нехватка боеприпасов. В эту лужу сели все. На примере войн разных конца 19-го, начала 20 века в разных европейских армиях пришли к выводу, что на год войны на одно легкое орудие хватит 1000 снарядов. И вдруг выясняется, что за первые 3-4 месяца войны каждая израсходовала почти по 4000 снарядов. И вот тут начинается так называемый снарядный голод. Другая ключевая проблема – неспособность легких полевых пушек справиться с мощными линиями укреплений. Надо было срочно наращивать в войсках количество гаубиц и орудий более крупного калибра. Поначалу их не хватало во всех воюющих армиях. Для артподготовки нередко привлекали морально и физически устаревшие орудия, созданные еще во второй половине XIX века. Но даже там, где удавалось собрать достаточное количество тяжелых орудий и провести перед наступлением артподготовку, это еще не гарантировало успех. Выяснилось, что уничтожить всех вражеских пехотинцев артиллерия не может. Уничтожить все окопы артиллерия не может. И обязательно во время атаки оживал какой-нибудь один пулемет, какая-нибудь группа стрелков, и она тормозила продвижение атакующей пехоты. А тем временем обороняющийся строил новые рубежи в своем тылу. Во время Первой мировой широкое распространение получили ручные гранаты. С их помощью можно было проделать проход в рядах колючей проволоки, разрушить легкие оборонительные укрепления, подавить огневую точку. В начале войны, когда ощущался недостаток в гранатах промышленного производства, нередко использовались самодельные. Их изготавливали в полевых условиях из подручных средств. Метнуть гранату солдат мог на расстоянии 30-35 метров. Хорошо подготовленные бойцы бросали и дальше, но и этого не всегда хватало. Не хватало ручным гранатам и мощности. И тогда атакующей пехоте опять нужна была помощь артиллерии. Привлечь свою артиллерию, которая находится в тылу, очень сложно, потому что противоборствующие стороны находятся друг от друга на небольшом удалении, то есть окопы иногда находились друг от друга от 50 до 100 метров, редко несколько сотен метров, а зачастую просто в упор. Малейшая ошибка артиллеристов в наведении приведет к тому, что свой артиллерийский снаряд попадет в свои же окопы, в свои же позиции. Даже если риск зацепить свои войска был минимален, существовала проблема выдачи правильного целеуказания. Если батарея находится в километре 2 в тылу, пехота атакует, телефонную связь очень трудно тянуть сразу за атакующей пехотой. Как пехота сообщит, что ей нужно подавить конкретный пулемет? Тем более, что этот пулемет нужно еще было указать. Вот если в боевых порядках было бы орудие, можно было просто пальцем показать на этот пулемет, он был бы виден, и его можно было бы подавить. Для поддержки наступающей пехоты нужны были сверхлегкие, желательно даже разборные орудия, которые можно было бы относительно легко перемещать по полю боя.
Выдающейся дальности стрельбы от них не требовалось, максимум километр. Русская 37-миллиметровая пушка системы Розенберга – один из представителей такого класса орудий. Предназначалась пушка Розенберга для стрельбы прямой наводкой по пулеметам и бойницам, узким отверстием в оборонительных сооружениях или выемках в окопе. Для ведения навесной стрельбы на небольшие дистанции стали использовать бомбометы и минометы. По сути, это было одно и то же. Термин «бомбомет» подразумевал, что используются разрывные боеприпасы, бомбы. Слово «миномет» появилось в русском языке во времена русско-японской войны. В 1904 году капитан русской армии Леонид Габято сконструировал небольшое орудие. Разрывными боеприпасами для него послужили шестовые морские мины. На флоте в конце XIX века они использовались на небольших судах для атаки противника. В итоге в русской терминологии осталось только слово «миномет». Но главное было, конечно, не в названии, а в навесном методе стрельбы из этого оружия. В некоторых языках специального термина вообще не придумывали, продолжая использовать уже привычный – мортира. Во многом минометы и бомбометы являлись развитием небольших мортирок, которые применялись еще во времена гладкоствольной дульнозарядной артиллерии. И в начале Первой мировой нередко использовали именно такие старинные орудия, в том числе и в русской армии. К исходу первого года войны стали появляться и новые конструкции. Так в русской армии под руководством капитана Лихонина был разработан миномет, стреляющий достаточно внушительными по размеру надкалиберными боеприпасами. Их диаметр был больше диаметра ствола, и для заряжания использовался небольшой шест в хвостовой части снаряда. Еще одно орудие сконструировал поручик Василевский. Его бомбомет мог стрелять на полкилометра. Орудие имело небольшой колесный лафет и свободно перевозилось по полю боя одним человеком. Пехота всех армий достаточно быстро оценила достоинство минометов. Их можно было использовать прямо из окопов. И по навесной траектории было удобнее закидывать снаряды в траншеи противника. Количество артиллерийских орудий во всех армиях непрерывно росло. Во второй половине войны на участках прорыва плотность артиллерии достигала 150-200 орудий на километр фронта. Это было даже больше, чем в начале Второй мировой. Нужно было поразить вражескую оборону на всю ее глубину. То есть на глубину 5-6 километров точно. А еще хорошо было бы поразить вражескую артиллерию, которая стояла в глубине обороны, и вражеские склады, пути подвоза. Для изучения предстоящего места сражений все чаще стали привлекать летательные аппараты. Если до войны это носило скорее экспериментальный характер, то теперь без детальной воздушной разведки было не обойтись. Помимо визуального наблюдения стали использовать аэрофотосъемку. Технический прогресс позволил применить в авиации и радиосвязь. На этих кадрах кинохроники французский воздушный наблюдатель передает целеуказания артиллеристам с помощью азбуки Морзе. Разведывательная авиация стала доставлять много неприятностей всем противоборствующим сторонам. Плюс к этому появились бомбардировщики. Остро встал вопрос борьбы с воздушным противником. В то время аэропланы летали не быстро, и сбить их на небольшой высоте можно было даже из винтовки. Хорошо подходили для этого и пулеметы. Но на высотах выше километра достать их могла только артиллерия. В русской армии для борьбы с летательными аппаратами сначала использовали легкие полевые пушки. Их устанавливали на поворотные тумбы, что позволяло направить ствол вверх и вращать орудие на 360 градусов. Наиболее слабым местом всей этой системы были громоздкие конструкции тумб. Поэтому следом стали создавать специальные зенитные орудия. Одним из первых стала русская пушка конструкции инженера Лендера и капитана Тарновского. Это орудие устанавливалось на специальном лафете, который позволял наводиться на большие углы возвышения. А во-вторых, что очень важно, это орудие имело клиновой полуавтоматический затвор, который автоматически закрывался после заряжания. Это очень существенно увеличивало скорострельность орудия, и позволяло вести интенсивную стрельбу по зенитным целям. Всего за годы Первой мировой в русской армии было сформировано 250 зенитных батарей. 30 из них оснащались пушками Лендера Тарновского, остальные имели на вооружении орудия, установленные на станках.
Буквально за 2 года войны артиллерия преобразилась. Появились сверхлегкие траншейные орудия, зенитные пушки. Легкая полевая артиллерия нужна была при маневренном характере войны, например, когда требовалось отразить атаку вражеской пехоты. Но там, где боевые действия приобретали затяжной позиционный характер, на первые роли выходили крупнокалиберные орудия. Их число во всех армиях мира непрерывно росло, причем более высокими темпами, чем легких. Наиболее массовым был калибр 150-155 мм. Он позволял сделать орудие достаточно мощным, но при этом не очень тяжелым. Но масса снаряда, 50 килограммов примерно такого, она была недостаточной для разрушения, скажем, железобетонных оборонительных сооружений. Поэтому пришлось сделать более мощные орудия, и довольно широко распространился 8-дюймовый калибр, то есть 203 мм. Эти орудия еще на собственных колесах могли стоять, но и этого не хватало, и в ход пошли 250-300 миллиметровые орудия. Сверхтяжелые орудия для транспортировки на новые позиции приходилось разбирать на несколько частей и потом вновь собирать. Процедура была крайне трудоемкой. К ним прокладывались узкоколейные железнодорожные ветки для подвоза снарядов. Это была огромная операция сама по себе. И, кстати, это очень сильно мешало скрытно готовить наступление, потому что незаметно установить такие орудия было практически невозможно. Скорострельность тяжелых орудий была невелика – 4-5 выстрелов в минуту. У сверхтяжелых этот показатель и вовсе составлял 1 выстрел в несколько минут. Для заряжания приходилось использовать специальные механизмы и приспособления. Но усилия того стоили. Артиллерия получила огромное, почти решающее значение на поле боя. На отдельных участках фронта за неделю расходовалось до 1 миллиона снарядов. Огонь тяжелых орудий вызывал огромные потери и негативно действовал на боевой дух вражеских солдат. В русской армии основу парка тяжелой артиллерии по-прежнему составляли иностранные орудия. В дополнение к французским и немецким стали также использовать английские. Редким исключением стала гаубица калибра 305 мм, изготовленная в 1915 году на Обуховском заводе. Ее снаряд весил 370 килограммов, из которых 70 приходилось на взрывчатое вещество. При его подрыве образовывалась глубокая воронка диаметром до 10 метров. Одновременно на фронте было не больше 3 десятков таких гаубиц. В иностранных армиях подобных орудий тоже было немного. Другое дело, что в целом по количеству тяжелой артиллерии русская армия уступала как союзникам, так и Германии. На километр фронта у нее было чуть ли не в 10 раз меньше тяжелых орудий, чем на Западном фронте у французов, англичан и немцев. Мы зачастую превосходили немцев в мастерстве стрельбы. Это факт, который признают и сами немцы. Количество легких орудий мы подтянули, то есть мы тут с немцами сравнялись. Где-то на каких-то участках в определенные моменты мы начали даже превосходить, а по гаубичной артиллерии, по тяжелой артиллерии мы отставали от немцев и австрийцев вплоть до конца Первой мировой. Отчасти помогало то, что противник направлял свои лучшие силы и резервы не на русский фронт, а во Францию. Но это не шло на пользу общему противостоянию. Забирая войска из России, немцы усиливали давление на англичан и французов. Так, в начале 1916 года германской армии удалось создать локальный численный перевес под Верденом и в феврале перейти в наступление. Немцы смогли продвинуться вперед на 3-4 километра, и главнокомандующий французской армией был вынужден обратиться к русскому командованию с просьбой нанести по противнику отвлекающий удар. Это было сделано, и немцы не решились дальше забирать резервы с Восточного фронта. А уже на лето союзники по Антанте договорились об общем стратегическом наступлении на всех театрах военных действий. Французы, англичане и бельгийцы на западе, итальянцы на юге, и, наконец, русская армия планировала широкомасштабное наступление на германские и австрийские позиции на востоке. По плану ставки удары должны были нанести все 3 русских фронта: северный под командованием генерала Куропаткина, западный генерала Эверта и юго-западный генерала Брусилова. Наступление планировали на конец июня 1916 года, но сроки пришлось сдвинуть. Об этом попросили итальянцы, чьи позиции стали рушиться под напором австрийской армии. Готовность наступать раньше срока высказал только Брусилов.
Его войска как раз и противостояли австрийцам. Но поскольку изначально это направление считалось второстепенным, то из всех русских фронтов здесь было меньше всего людских резервов и тяжелой артиллерии. Чтобы добиться успеха, штаб фронта разработал дерзкий план. Позднее Брусилов вспоминал: «Мною было приказано готовить плацдармы для атаки не на одном каком-нибудь участке, а по всему фронту всех вверенных мне армий, дабы противник никак не мог догадаться, где будет он атакован, и не мог собрать сильную войсковую группу для противодействия». Брусилов подошел творчески к этой задаче, и он решает нанести не один главный удар, а 4 удара силами каждой из армий его фронта. То есть, казалось бы, это противоречило базовому принципу военного искусства, принципу концентрации сил. Решающая роль на начальном этапе наступления отводилась артиллерии. Она должна была уничтожить основные укрепления и нанести максимальный урон живой силе противника. Но поскольку тяжелых орудий не хватало, требовалось повысить эффективность их огня. Позиции противника были досконально изучены. Массово применялась аэрофотосъемка. Были зафиксированы по максимуму все артиллерийские батареи противника. Были зафиксированы по максимуму все укрепления противника, все блиндажи. И вся вот эта структура обороны противника, она должна была быть максимально подавлена. И вот тут спасибо прежде всего инспектору артиллерии 8-й армии, генералу Михаилу Васильевичу Ханжину, блестящий артиллерист. Он великолепно подготовил, так сказать, артиллерийскую подготовку. На участке 8-й армии, прежде всего, она наносила главный удар. Наступление войск Юго-Западного фронта началось 4 июня с многочасовой артподготовки. Брусилов вспоминал: «Должен признать, что везде наша артиллерийская атака увенчалась полным успехом. В большинстве случаев проходы были сделаны в достаточном количестве и основательно. А первая укрепленная полоса совершенно сметалась и вместе со своими защитниками обращалась в груду обломков и растерзанных тел». К исходу недели 8-я армия, которая наступала в направлении Луцка, продвинулась на 40-50 километров и продолжала рваться вперед. Австрийское командование не могло понять, где наносится удар русскими войсками главный. Оно, в свою очередь, разбросало свои резервы. И в какой-то момент русским войскам удалось выйти в чистый прорыв. То есть удалось настолько далеко продвинуться в тылы австрийских войск, что они оказались под угрозой окружения и вынуждены были отступать по всему фронту. Результатом стало продвижение русской армии на 150 километров. Война переходила в заключительную фазу, и баланс сил все больше склонялся в пользу Антанты. Но судьба России решалась уже не только на поле боя. В 17 году в стране начались политические потрясения, приведшие к развалу Российской империи. Правительство большевиков заключило мирный договор с Германией и вышло из войны. Первая мировая вывела военное искусство на новый уровень, в том числе и артиллерию. Всем стало ясно, что надо насыщать войска гаубицами, тяжелыми орудиями, развивать сверхлегкую и зенитную артиллерию. Кроме того, во второй половине войны на поле боя появились танки. Пока их броня была не слишком крепка, и для борьбы с ними хватало крупнокалиберных пулеметов. Но было очевидно, что в перспективе бронированные машины также станут приоритетными целями для артиллерийских орудий. Как показала история, для того, чтобы сделать правильные выводы и подготовиться к новой большой войне, у мира будет всего 20 лет.